Планета преподносит новые сюрпризы. Приветствую! Вы на канале «Горизонт событий». Сегодня в программе «Огненный ад в Закарпатье и Люблинском воеводстве», «Роковая случайность в канадском Трентоне» и «Аномальный снег в Армении». Пока Килауэа извергается на Гавайях, Европу накрыл град, а на Камчатке стихия блокирует дороги. Хроника событий, которые нельзя игнорировать. Среда обернулась настоящим испытанием для жителей долины Кланг в Малайзии. На Куала-Лумпур и штат Селангор обрушился яростный тропический ливень, заставивший мегаполис буквально замереть. Всего 1 часа интенсивных осадков хватило, чтобы привычные городские артерии превратились в бурные реки, а внезапное наводнение парализовало жизнь миллионов людей. Эпицентром дорожного хаоса стал район Кучаи-Лама. Здесь вода прибывала с такой скоростью, что водители в спешке бросали заглохшие автомобили посреди дороги, в результате чего движение в сторону Джалан-Кланг-Лама было полностью перекрыто. Не менее драматично развивались события в Петалинг-Джая, где уровень воды в низинах достиг отметки в 121 сантиметра. На одной из местных парковок стихия не оставила шансов автовладельцам. Машины ушли под воду почти по самую крышу. Ситуацию осложнил оползень, который перерезал путь в одном из жилых кварталов, заблокировав выезд для местных жителей. Настоящий транспортный апокалипсис разыгрался на скоростном шоссе Кесас. В районе платной площади Аван-Бесар все 4 полосы скрылись под толщей воды, спровоцировав многокилометровые пробки. Несмотря на масштабный материальный ущерб, затопленные офисы и сотни поврежденных машин, власти сообщили, что в ходе разгула стихии никто не погиб и не пострадал. На Гавайях завершился 46-й эпизод извержения вулкана Килауэа, который начался утром 5 мая и продлился чуть более 9 часов. Активная фаза фонтанирования лавы в кратере Хали-Мау-Мау началась после 18-часового периода подготовительной активности, сопровождавшейся переливами лавы из жерел и вздутием почвы. Основная активность была сосредоточена в северном жерле, где высота лавовых фонтанов достигала 200 метров, в то время как южное жерло проявляло лишь периодическое разбрызгивание и интенсивный выброс газов. Извержение сопровождалось формированием мощного пеплового шлейфа, который, по данным Национальной метеослужбы, поднялся на высоту до 6000 метров над уровнем моря. В юго-восточных и восточных районах острова зафиксировано выпадение пепла. Сообщается, что на смотровой площадке Уэ-Кахуна и вдоль шоссе номер 11 наблюдались обломки тефры размером с кулак. На данный момент активность Килауэа перешла в стадию паузы. Все лавовые потоки остались в пределах закрытой для посещения территории национального парка Гавайские вулканы. В Бобруйском районе запечатлели редкое для белорусских широт атмосферное явление – мощный пыльный вихрь, который часто называют «пылевым дьяволом». Инцидент произошел на фоне жаркой и сухой погоды, установившейся в регионе в первых числах мая. Очевидцы успели снять на видео, как высокая вращающаяся колонна песка и пыли стремительно перемещалась по открытой местности. Причиной возникновения дьявола стал резкий температурный контраст. Палящее солнце быстро прогрело сухую поверхность Земли, заставив теплые потоки воздуха устремиться вверх. Встреча с более холодными слоями атмосферы и боковым ветром заставила этот поток начать закручиваться, образуя эффектный, но недолговечный вихрь. Синоптики предупреждают, что установившаяся жара вскоре сменится грозовым фронтом со шквалистым усилением ветра, в связи с чем в стране уже объявлен оранжевый уровень опасности. На юго-востоке Польши, в Люблинском воеводстве, бушует масштабный лесной пожар, охвативший около 250 гектаров хвойных массивов. Возгорание вспыхнуло днем 5 мая на территории Юзефовского лесничества в Белгорайском повете и быстро перешло в стадию верхового пожара, распространяясь по кронам деревьев. Огонь затронул уникальные природные зоны Сольской пущи, заповедники и ландшафтные парки. Сильная засуха, низкая влажность лесной подстилки
подстилки и сильные порывы ветра способствуют возникновению новых очагов. Борьба со стихией не обошлась без трагедии. При выполнении захода на тушение потерпел крушение пожарный самолет М-18 «Дромадер», пилот погиб. Власти сообщают, что эвакуация населенных пунктов пока не требуется, так как ближайшие жилые постройки находятся в нескольких километрах от зоны бедствия. На данный момент спасателям удалось остановить активное продвижение фронта огня, однако говорить, что пожар взят под контроль, еще рано. В канадском городе Трентоне в провинции Онтарио водитель мусоровоза выгрузил содержимое мусорного контейнера в кузов машины вместе со спящим внутри бездомным мужчиной. К счастью, последний мгновенно осознал опасность и начал отчаянно кричать. Услышав подозрительные крики, водитель немедленно заблокировал работу гидравлического пресса. Если бы механизм уплотнения отходов был активирован, у человека практически не оставалось бы шансов на выживание. Пострадавший отделался лишь легким испугом и незначительными царапинами. Настоящее огненное испытание настигло высокогорье Закарпатья. В урочище Килица, расположенном неподалеку от живописного поселка Воловец, вспыхнул масштабный лесной пожар, который быстро перерос из локального возгорания в экологическую угрозу регионального масштаба. Сообщение о первом дыме в Верхневоловецком лесничестве поступило на пульт спасателей днем 5 мая, и с тех пор борьба со стихией не прекращается ни на минуту. Из-за труднодоступности горной местности и стремительного распространения пламени по сухой лесной подстилке площадь пожара в считанные часы увеличилась с 15 до внушительных 75 гектаров, охватив склоны хребта Боржавские полонины. К утру 6 мая к тушению были привлечены 243 человека и почти полсотни единиц техники. На помощь закарпатским коллегам прибыли сводные отряды спасателей из Львовской и Ивано-Франковской областей. Решающую роль в сдерживании огня играет авиация. Пожарные самолеты и вертолеты совершают регулярные сбросы воды на наиболее опасные очаги, в то время как беспилотники ведут непрерывный мониторинг ситуации с воздуха. Плечом к плечу с профессиональными огнеборцами и лесниками работают около сотни местных жителей, которые помогают расчищать территорию и сдерживать пламя. Ситуация осложняется спецификой ландшафта, затрудняющей подъезд тяжелой техники, однако, по заверениям руководства Закарпатской области, пожар находится под контролем. Вчера в Армении, в разгар весны, в Ширакской области и ряде других регионов выпал майский снег. Резкое изменение погоды вызвано проникновением холодного атмосферного фронта с северо-запада. Синоптики предупреждали о возможных осадках в виде мокрого снега и снега с дождем в горных районах республики, включая Ширак, Гигаркуник, Лори и предгорье Тавуша. Метеорологи прогнозируют, что период нестабильной погоды продлится до 10 мая, после чего начнется постепенное потепление. В Туапсе продолжается масштабная ликвидация последствий пожаров на местном нефтеперерабатывающем заводе. По состоянию на начало мая с береговой линии и из акватории реки вывезено уже около 19 тысяч кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси. Только за последние сутки объем собранных отходов составил более 1400 кубометров. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Помимо очистки прибрежной зоны и реки, основные усилия сосредоточены на приведении в порядок городской инфраструктуры. Ведется санитарная очистка и отмывка от остатков загрязнений общественных пространств, городских парков, скверов и спортивных площадок. В восстановительных мероприятиях задействованы более 720 человек. Параллельно ведется очистка территории в Туапсинском округе, где уже приведены в порядок 4 из 6 локальных участков, наиболее пострадавших от выбросов нефтепродуктов. Циклон, обрушившийся на Камчатку, вызвал серию инцидентов на дорогах юга полуострова. На популярном туристическом маршруте к Вилючинскому перевалу сошла лавина и полностью заблокировала движение транспорта. По сообщениям очевидцев, снежные массы растянулись по полотну дороги на 50 метров, а высота сугробов в некоторых местах достигла 5 метров. Стихия не ограничилась одним участком. Еще одна лавина сошла на Мутновской трассе.
Огромные объемы мокрого и тяжелого снега перекрыли проезды к южной группе вулканов, фактически отрезав востребованные туристические локации от основной сети дорог. МЧС настоятельно призывает жителей и гостей региона отказаться от любых поездок в сторону Вилючинского и Мутновского вулканов до официального снятия лавинной опасности и завершения работ по ликвидации последствий шторма. В Румынии природа в очередной раз продемонстрировала свой непредсказуемый нрав, обрушив на уезды Прахова и Дымбовица мощный шторм, главной разрушительной силой которого стал крупный град. Основной удар пришелся по сельскохозяйственным зонам, где град буквально скосил посевы зерновых и уничтожил надежды фермеров на богатый урожай фруктов. Нежные соцветия и молодые завязи были сбиты ударами льда. В населенных пунктах пострадала и инфраструктура. Острые ледяные глыбы повредили шиферные крыши домов, стекла автомобилей и солнечные панели. Дорожное движение на трассах, соединяющих Прахову и Дымбовицу, оказалось практически парализовано из-за образовавшегося на асфальте скользкого слоя из воды и льда. Информация о серьезно пострадавших среди населения, к счастью, не поступала, однако аграрный сектор региона теперь стоит перед лицом серьезного кризиса, требующего возможной государственной поддержки. Итальянский городок Чизлого, уютно расположившийся в провинции Вареза, вчера стал эпицентром природного катаклизма, который местные жители запомнят надолго. Мощный грозовой фронт, накрывший южную часть Ломбардии, принес с собой не просто дождь, а настоящий ледяной апокалипсис в виде крупного града. Буквально за считанные минуты живописные улицы превратились в бушующие реки из воды и льда, а крыши домов и дороги скрылись под белым ковром, создав иллюзию внезапного зимнего снегопада в разгар весны. Масштабы стихии оказались настолько велики, что движение транспорта было полностью парализовано из-за глубоких ледяных завалов на дорогах. Пока обескураженные горожане пытались расчистить подступы к своим гаражам лопатами, на главные магистрали вышла спецтехника коммунальных служб. Удар стихии не ограничился одним городом, затронув также соседние районы Саронеза и прилегающие провинции Кома, Монца и Брианса, оставив после себя шлейф разрушений и поврежденных автомобилей. Синоптики предупреждают, что атмосфера над Ломбардией остается крайне нестабильной, и жителям стоит готовиться к возможным повторным ударам непогоды в течение ближайших суток. Тихий городок Хенерал Гуидо в аргентинской провинции Буэнос-Айрес оказался в эпицентре шторма. Вторая половина дня принесла жителям региона не просто традиционные дожди, а суровые испытания в виде крупного града, размер которого в отдельных районах превышал 3-4 сантиметра в диаметре. Мощная суперячейка, вызванная вторжением холодного фронта, превратила улицы Хенерал Гуидо в белое ледяное полотно. Куски льда с грохотом разбивались о крыши домов и автомобили. Помимо града, стихия принесла с собой обильные осадки. В ряде районов уровень выпавшей воды за короткий промежуток времени составил от 20 до 50 мм, что спровоцировало локальные подтопления. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.